Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам покажу короткую женскую стрижку с такими, знаете, хвостиками, их еще называют кисточки. Вот здесь кисточки мы сделали и вот здесь, на мега позитивном клиенте. Смотрите ролик до конца, в конце клиент дает напутствие всем людям творческих профессий, а парикмахеры же это творческие люди. Let's go, друзья! Рассказывайте. Ну, рассказываю. Молодцы. Красота. Так, мне, значит, вот это все, что тут есть, ничего не трогать. Вот А так. остальное, что хотите, да. И острые виски, длинные острые виски, все. А высота макушки какая у нас? Попышнее, пожалуйста, если это возможно. Я не знаю, Возможно, как это делать. конечно. Всё, я могу То есть, по сути, нам надо тут вот сейчас массив вот этот убрать, чтобы сделалась пышная макушка. Потому что макушка не может быть пышной, если у нас вот здесь вот следующие волосы, слишком их Длинные. много вот здесь. Длину мы оставляем однозначно, потом мы уйдем чуть-чуть на укорачивание вот здесь, и вот так вот приподнимется у нас макушка, чтоб шапочкой такой было, да? Побольше, да. Мгм. А каскад же делается по какой-то схеме. Там, что-то Да. Там, делается, там разные да? каскады, не в каскаде даже дело. Мгм. Дело в том, что при всех этих схемах Мгм. надо обязательно обсуждать вот эти моменты, потому что это ключевые. Длину мы не убираем. Вот ту длину, а все остальное... Я да, поняла. да, да. Все. Увлажняем. Да. Здесь для удобства надо будет вам заколоть, потому что сейчас вы будете бояться стричь, потому что клиент настаивает на том, чтобы здесь длина у нас осталась. И студенты обычно Только начинают на в этом плане шее, переживать. на шее. Я поняла, Всё. поняла. А остальное прям... Мы поняли, Покороче поняли, прям. да. Вот, поднимаю. Показать, как можно быстро сделать. Давайте. Бросайте. Берем заколку вот эту, ею ведем и поднимаем. И вот сейчас что вывалится снизу. Вот смотрите, ровная линия. Мгм. Я одной рукой сейчас это делаю. Если двумя руками, то это будет гораздо аккуратнее. Вот, раз, раз, смотрите. Раз, и ровная линия. То же самое делаете вы. Мгм, вот. Здесь мы можем немножко по кончикам выбрать филировку, потому что она здесь есть, и они торчат из-за этого. Вычесываем в П-образном проборе. Прямой срез. Вот он на себя. Вот внутренний срез. Внутренний. Нулевая. Нулевая. Еще нулевее. Прям по нас шее. Вот, 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 вот. И убираем вот эту. Только у вас пальцы косо. Стоп. Вот параллельно вот этой линии вот так должны и пальцы идти. Вниз, 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 вниз. Вот. Все, стоп. И вот убираем вот эти бахромушки, потому что они не дают таким волосам. Это стекловидные волосы называется. Качество волос стекловидное, тип волос. Они с хорошей окрашиваемой сединой. То есть седина здесь хорошего цвета. И красивая. Видите, что она выглядит в виде... Как приятно. День задался. Да, задался день. Седина красивая. И вот эти волосы, они называются стекловидные, где большое количество седины, еще плюс свои волосы. Вот, и чтобы вот эти бахромушки не торчали. То есть они приравниваются к жестким волосам. Но у клиента, в принципе, и так они изначально жесткие достаточно. Снизу все волосы берем. Только не до такой, неправильно, неправильно. Сверху прям отчесы. Вот, да. А руками там хватаем все волосы. Вот. Ведем вниз. Нулевая оттяжка. Прядь за прядью. Угу. Еще. Угу. Вниз, вниз, вниз. Отлично. Отлично. Мгм. Старайтесь пальцы тоже держать вот параллельно срезу. А то вы будете думать, что вам надо параллельно пальцам, а срез он немножко у вас по-другому. Вот к коже, приставьте к коже руку, максимально приложите вот к коже клиента, к голове. Вот так, видите, нет, расческа у вас правильно, а пальца нет.
Вот, вот, вот. И пальцы прям, знаете, как они должны... Да, ну хотя бы так. Хотя бы так. Мгм. Следующий шаг. Теперь смотрите, чтобы точно уже не ошибиться, предлагаю стричь именно макушку. Да. Сделать контрольную прядь в этой зоне, а потом эти волосы равномерно спустить вот к этим длинным волосам. Мгм. Понятно? Логично же? Да. Да, делайте красиво, девочки, не Делаем, бойтесь делаем. ничего. Чем пышнее и поменьше, поняли, тут будет поняли, да. отфилировать, отпонтировать вообще, отсобачить. Вот так. Значит, стекловидные. Первый раз услыхала такое. Да? Стекловидные, да. Ведем, 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 стоп. Вот тут, вот на этом уровне можно убрать. Побольше может убрать, если это возможно. Стоп, стоп, стоп. Вот убираем. Мы потом еще доработаем, если что. Это несложно. Нам надо сейчас увидеть, куда она упадет. Эта прядь, да, куда она будет лежать. Вот. Давайте я покажу, чтобы было понятно. И вам тогда будет понятно. Да. А зачем я все время беру ваши ножницы, когда у меня свои есть? Так. Ты же за 40 сиди, да? Ну, я должна гордиться. Ну, конечно. Смотрите, вот мы подстригли вот эту прядь. И мы теоретически и практически должны соединить вот эту сейчас зону вот с этой зоной. Сейчас покажу. Вот здесь у нас 90, если посмотреть на расческу, вот 90 градусов. А вот здесь будет уже не 90. То есть 90 здесь вот так, как зубчики у нас показывают, вниз. Тогда мы не выйдем на вот эти вот длины. А мы должны вот так вот на удлинение, чтобы все вот волосы отчесывались именно вверх чуть-чуть. То есть вот я немного поднимаю руку, не под 90. И соединяю вот с этим низом. Вот оно. Раз, видите, выходит прям сразу в этот низ. И что у нас тут получается? Ну вот у нас разница, видите, какая получается. Здесь вот это место пышное, а здесь его как бы и меньше гораздо. Но если честно, я бы еще меньше сделала. Ну, сделайте. Прям вот еще Сделайте меньше. красиво, Да. эстетично, чтобы я вышла отсюда, как из парижского салона. Да, вообще. да, Вся да, такая, иду да. домой, надушусь. Да, сейчас сделаем. Небольшое удлинение вот я сейчас буду тут делать. Вот, видите, как получается? Сразу такие хвостики вот с этой стороны. Посмотрите, вот сюда, сюда, сюда. Вот, видите, что здесь получается? Класс. Мне Класс. кажется, что она хотела. Да. Так, что мы должны для этого дальше делать? Ориентируемся на вот эту ранее простриженную прядь. Стрижем контрольную линию или контрольный ряд в вертикальном проборе, на который мы будем ориентироваться в стрижке всей затылочной зоны. Этот контрольный ряд стрижется строго вертикально, сверху вниз, как сейчас я показываю на видео. После того, как мы свели эти волосы или соединили эти волосы, верхние и нижние пряди, стрижем методом прядь за прядью, но вертикально всю остальную затылочную зону. Так как мы стрижем вертикально, для того, чтобы проверить потом эту зону, волосы будем вычесывать диагонально. Вот, вот что, видимо, хочет наш клиент. Да. Да.
Вот именно то. Тут Мгм. вот. Вижу, вижу. Чуть-чуть там еще не А, я досадилось. вас обожаю. Далее, чтобы сократить время видео, показываю в ускоренном виде, но смысл стрижки затылочной зоны заключается в том, что мы верхнюю часть соединяем с нижней. Больше ничего здесь такого сверхъестественного нет. Верхние пряди нам видны, нижние тоже, и мы направляемся сверху вниз и делаем соединительную стрижку. Так, вот теперь смотрите, как проверить, что у нас тут все хорошо. Мне уже нравится. Нравится. Вот. Отчесываю, и вот на расческе у меня должен быть достаточно ровный ряд. Вот отличный, достаточно ровный ряд. Так и есть. В эту сторону иду. Тут я не стригла, поэтому мы сейчас дойдем, где я стригла, и вот где я не стригла. Вот. Можем даже продлить этот ряд, чтобы было нам понятно, куда идти. Здесь и с этой стороны давайте идите сюда. Вот, смотрите. Вот. Здесь надо убрать вот это. И можно продлиться даже вот сюда, в висок. Это для вас ориентир. Даже сделаю его пожирнее, прям вот так вот, прям, чтобы волоса много было. Это для вас будет ориентир. Вот сейчас я это сделала. А теперь иду на этот ориентир. Вот он, видите? То есть еще надо чуть-чуть короче в этой зоне сделать. Вычесываю, видите, каким способом? Внутренний. Но это не говорит о том, что это единственно правильный. Просто это удобно. Очень удобно так стричь. Тогда вы стоите ровно. Заметьте мое положение вот тела. Да, я не вот так это делаю, а обязательно отчесываю. И даже можно сказать, что отхожу немножко, видите, от клиента вот назад, чтобы мне было виднее, и волос мне не на лицо летел, а между нами спускался там вниз. Вот, вот я проверила. Все, здесь идеально ровно все. Сейчас еще вот эту часть посмотрю. Здесь вот капелька. Вот. Вообще все хорошо, видите, вычесываю прям идеально. Все, молодец, Лиана. Продолжаем дальше. Сделала, Юлия Владимировна. Молодец, Лена. Можно? Идите, да. Дальше. Теперь у нас висок. Висок, Лен говорит, откройте мне ухо. Длинную вот здесь. Вот это. Да, вот. я поняла. Опа. Вот до какой длины? Давайте вот- посмотрим. Вот какая она есть, такая и будет, да? Ну, вот так. хотелось. А ухо насколько? Прям, нет, можем даже не оставлять. Вот я видела вот так вот. Здесь как бы прострижено, тут чуть ли не 3 волосины, ну как бы. Ну, понятно, понятно, мы поняли. А над ухом, давайте длину посмотрим. Там можно их еще открывать, если можно, давайте. Нет, значит, закрываем. Давайте посмотрим спереди. Посмотрите на клиента, если ухо будет открыто. Что вы можете сказать по этому поводу? Делайте, как вот вы считаете нужно. Сейчас посмотрим. Так, ухо у нас, если открыто и если закрыто. Давайте смотреть. Ну, давайте, знаете, как сделаем? Все очень просто. Так, как клиент хочет. Вот здесь, вот, чтобы вот эти удлиненные. Значит, нам надо на фоне вот эти чуть-чуть приподнять. Иначе тогда они все будут одинаковые. Правильно же? Методом исключения, как говорится. А То там есть- поправим. если Да, что. там, если что, поправим. То есть вот эти у нас волосы Не нам трогаются. нужны, мы их не трогаем. Но так как они здесь все одной длины, но клиент хочет отдельно, чтобы вот тут вот что-то 3 волосины. пусть висит, это правильно. Значит, мы тогда сейчас вот так вот приподнимаем, сделаем вот такой вот подъемчик. Вот, в общем, вы хотите модную стрижку. Ультра. Ультрам. Ультра. Так, чтобы вот сделать то, что клиент наш хочет, с этим отчесываем максимально, чтобы волос у нас в свободном падении был, чтобы мы видели вообще, что здесь происходит. Делаем себе вот такой срез, к примеру, вот так, чтобы не сильно это было. А потом к нему вот эту длину оставляем и резкий вот такой подъем делаем. То есть это такой своеобразный
Ну, по желанию клиента. индивидуальный Мгм. висок. Да. Нет, если не будет смотреться, А мы давайте, еще да. не знаем. Нет, нет, нет. Почему не будет смотреться? Будет смотреться. Вы хотите ультрамодную стрижку? Ультра вообще. Вот ультра. ультрамодная. Я вышла, как ни у раз- кого не было. Всё. Вот, ну и не будет точно, вам говорю. Мне смеяться нельзя. Почему? Чтоб я Ну вас не да. по- Нет, чтобы вам удобно. Да. Вот. И вот с этой частью мы этот висок немножко соединяем как раз. Тут прям даже длина такая хорошая, поэтому на руках можно даже это сделать. Вот. Сейчас посмотрим, как он у вас тут будет лежать. Так. Так, сейчас я просто тест. Просто тест. Сейчас я вот как тест, да? Я сейчас вот эту часть подстригаю Мгм. на том уровне, который вам нужно будет достричь потом, да? Мгм. Под 90 градусов. Все, вот рука, вот он срез. Потом, что я сейчас делаю? Мне нужно спуститься вот сюда. То есть мне вот Мгм. эта точка обязательно нужна. Вот эту я уже сделала. И между ними я должна вот начать опять стричь волосы, чтобы увидеть вот эту шапочку. Мгм. Это тест. Вот они. Это тест. Это сон. Чтобы уже наверняка уж, если стричь, то уже стричь полностью всю вот эту часть. А вот здесь очень важный момент. Клиент попросил удлиненную челку, поэтому мы стрижем челку, оттягивая от зоны челки в теменную зону, то есть на себя. Таким образом я создаю удлинение. Уже легче. Так. Ну, в общем, да. Такие рваные кончики получаются. Да, и очень подходит как Да, раз. вообще. И мне кажется, не Что надо надо, да? ухо сильно открыть. И мне кажется, так всё, вот всё надо этого оставить. достаточно. Вот, тест сделали, все. Да, я думаю, что именно так и надо делать. Мгм. Вот это вот здесь. И вот так это сюда. Потом. Так, в То есть общем, вот понятно. эта челка, она как бы удлиненно получается. Вот. Мгм. То есть, если мы, например, в классических вариациях, смотрите, что мы делаем. В классике мы вот здесь стрижем челку, Да. и потом уже все это соединяем. Но Мгм. в этой стрижке мы не можем так поступить, потому что клиенту короткая челка вообще не Ой, подойдет. нет, конечно. Не подойдет, да. Вообще. Сделаем сейчас контрольный опорный ряд. Вот, да, да. Становитесь сзади. Мгм. И под 90 градусов все уже. Нет, мы уже это простригли. Теперь вот так. Тын-тын-тын-тын. А вот вы сюда. здесь же не трогаете. Ничего, сейчас увидите мой срез, вы подойдете к нему всё, сейчас. как скажете. Срез будет виден. Видно? Ещё как. Вот. Только мои не стригите, мои не стригите. Еще. Вот это убирается. Мгм. Не бойтесь брать много, ничего Да. страшного. Вот, тянем. Вот. Мгм. Ура! Мои не стригите. Да, вот Мгм. они.
Вот. Мгм. Тянем, 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 тянем. Стоп. А теперь руку отведите в сторону вместе с этими всеми волосами, чтобы вы не... Да, чтобы не на лицо падали волосы. Вот. И уберите эти волосы, смахните их с руки. Вот. Вот, вот, вот. Потому что на лицо стричь нельзя, чтобы волос падал на лицо. Все. Теперь височную зону делаем, ту сторону. Надо одинаково создать одинаковую текстуру. Если там мокрый, здесь тоже нужно увлажнить. Понятно, потому что здесь волос сухой, он уже имеет совершенно другую форму. Чтобы точно уже увидеть, что у нас тут было, надо увлажнить. Еще резче, резче, почти вертикально. Вот, вот, вот. Видите, вы боялись. А теперь вот эту короткую, вот эту короткую, нужно соединить вот здесь на руках. Вот. Вот. И вот соединяем, не все убираем, да, а вот такой угол. Господи, тут вот оно. Вот. Вот, смотрите, получается. Что возьмите свои. Мне ж вообще не разбирает. Хорошо. Смотрите, чтобы теперь диагонально и не убрать вот эти височки, и чтобы их не убрать, вот мы, когда диагонально почешем, то они окажутся у нас самыми длинными. И мы не должны их трогать. Вот, да? Вот сейчас даже вот вычесываю. И у меня получается, что именно это место самое длинное. Но нам нельзя их убирать. Поэтому мы вообще их не трогаем. Убираем вот так и работаем только вот с этими волосами. И вот мы сейчас видим линию среза. Раз. Вот она у нас. И мы сейчас выйдем вот в эту боковую часть. Вот. Вот. Убираем боковые треугольники и выходим в ровную линию. Видите? Мы соблюли полностью здесь угол оттяжки. Ровная линия, видно? Все, височную зону мы простригли, которая точно так же выходит у нас в ровную линию. И останется нам сейчас простричь только фронтально-теменную зону в этом месте. По сути, и все. Вот. То есть фронтально-теменная зона — это вот эта зона. Мы соединяем то, что мы простригли. Это видно будет очень хорошо. Вот так это будет выглядеть. Мы убираем треугольники. Это... Выключить, чтобы не мешало. Так и стоит. Так, Пофигуровать может. Пойнтингом бы прошла. Да, и побольше, чтобы поменьше волос осталось. Да, вот. Хотелось бы. Отлично, то есть пойнтингом. Филировать стекловидные волосы нельзя. Ну, я имела в виду вот Да, пойнтингом. вот. Пойнтинг уберет то, что нам нужно убрать, потому что здесь реально массив, прям видно, да? А пойнтинг нам как раз разредит эти волосы. Сюда идите, покажу, какие эти срезы, да, чтобы было понятно. Глубокие достаточно, не надо бояться. Низ не трогаем, пусть вот это у нас тут будет. А здесь вот это вот убираем. То есть массив убирать надо. Ну вот как бы на лето, как бы чуть-чуть редкие волосы. Да, 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 да.
уже уходит массив, и вообще тут получается замечательно. Как раз она так и хотела. Да. Все это вот так. Прям вот не надо бояться. Ну и фанатизмом тоже не надо заниматься. Это все. То есть, смотрите, это все. Длину нельзя больше убирать. Смотрите, почему. Даже видно хорошо. Да. Если бы я сейчас еще короче сделала, вот эта бы часть приподнялась бы теперь неожиданно. Так вот они вот лежат. Вот и все. Сейчас вот здесь я это все то же самое сделаю быстренько. Ой, там побольше уберите, пожалуйста. чтобы- Здесь? Да, вообще. А сейчас выйду вообще. А вы где работаете? Или вы уже не работаете? О, я с внуками, у меня А. их много. Я Да вы заказала. что? Да, заказала. Завязали с работы? Работала в Работала. психиатрической больнице. Представляете, Лиан, какие люди приходят? Ну что, клиент? Мгм. Да, как раз Клиент шапочка и получилась. Отпонтируйте. Отпонтируйте. Уже отпонтировали. Уже? Или еще, ну вот здесь Да, еще да. может быть на висках, да? Что-то там многовато. Нет, Многовато. даже кажется. Мгм. Уж насколько я в этом ничего не Мгм. понимаю. Ой, как хорошо. Ой, вообще. Вот это То, да. что клиент хочет. Мгм. Вот это уже совсем по-другому. Так вот, расчесывайтесь потом. И пошла. Я вас обожаю, как в дорогом парижском салоне. Вы счастливы. Вы Я- сделали счастливой. Классно. И классно на самом деле, что было. Юлия Владимировна, вы на своем месте. Не Юлия Владимировна, Ева Владимировна. Это еще и лучше. Если Бог дал вам 2 таланта, вы обязаны их умножить. То есть вы должны сделать так, чтобы у вас было 4. А если вам дано 10, вот представьте, как вы должны трудиться и стараться всю жизнь. Обалдеть. Если вы не будете развивать свои таланты, то и те, которые были, будут закопаны. Не будет ничего. Вас это касается напрямую. У вас тоже. Почему у меня 10 внуков? Потому что Круто! я 15 попросила, пока так. Слава Богу. Вау! Да, пока так. А детей сколько у вас? 3. У каждого... Многодетная мама. 3-4. Ну это Я просто. вот Аплодисменты Да. студию. Да. Красота. Спасибо. И мы вам вас большое. тоже обожаем. Спасибо большое. Да, хорошего дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.